Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике я расскажу вам про вид мошенничества, с которым могут сталкиваться пользователи кошелька MetaMask. Если вам кажется, что вы все знаете, то все равно советую посмотреть данный ролик до конца, возможно это вас убережет от потери денежных средств. Давайте перейдем в кошелек MetaMask, вот мы здесь, смотрим какие активы у меня есть, это немножко BNB для оплаты комиссии и в принципе там какие-то токены, которые я добавлял. В общем, у меня на сети Binance Smart Chain здесь ничего, как вы видите, нету. Но есть такой сайт, BSK Scan называется, и если сюда вбить адрес вашего кошелька или чей-либо другой, неважно, то можно будет посмотреть, во-первых, все транзакции и что в действительности имеется на вашем кошельке. Чтобы вам было понятнее, давайте скопируем адрес моего кошелька и посмотрим, что там есть. Вот вы видите, что здесь всего 5 монет. Переходим на этот сайт, вставляем адрес кошелька и нажимаем поиск. Теперь смотрите, видите, строчка токен. Здесь показывается, что у меня 8 токенов. Давайте откроем, посмотрим. Вот, например, Спартан. Это когда я делал видео, показывал на примере этого токена, как импортировать любой токен в кошелек MetaMask, но поскольку он мне не был нужен, я его добавил, а потом удалил. Но это тот токен, который я добавлял сам. А вот, например, токен ARKR, вот этот DEF8, LinkP или POW NFT я не добавлял. Но они у меня на кошельке есть. Давайте перейдем, например, в первый. И здесь будет информация о данном токене. То есть его количество кошельков, которые являются холдерами. Получается, я тоже являюсь холдером, я в этом числе. Но я это не знал, я это узнал только через сайт BSK Scan, когда посмотрел свой кошелек через него. Смотрите, здесь есть контракт. Если его скопировать, а затем перейти на любой обменник, допустим, вот я зашел на DEX Guru, и если здесь вбить этот токен в поиске, вот я вбиваю адрес контракта данного токена, то нам отобразится чарт с продажами или покупками этой монеты. Вот мы видим, что она тут типа торгуется туда-сюда, ее стоимость 0,35 центов, и теоретически, если она у меня есть, то я ее могу продать. Переходим во вкладку Sell, и если выставить все монеты на продажу, то видно, что я могу получить за это 280 тысяч долларов. Но это прям какая-то сказка. Некоторые могут войти в кураж, подумать, что это джекпот, прислали какой-то airdrop и захотят продать этот токен. Но как его можно продать, когда объем торгов за 24 часа всего 1 доллар? То есть вот эта цена, это все искусственно, либо ботами, либо разработчиками, сформулировано для того, чтобы вы поверили в то, что вы сорвали куш. Естественно, вы эту монету продать не сможете. И у вас возникнет вопрос, а что же делать? У меня есть эти токены, я хочу вот эту сумму денег, 280 тысяч, ну или вообще любую сумму денег, а мне их не продать. И для этого эти мошенники называют свою монету адресом сайта, куда по логике вещей, естественно, вы и пойдете. Вот мы видим arkr.org. Давайте зайдем на всякий случай через браузер, где у меня не подключен MetaMask. Пусть это будет Firefox. arkr.org. Переходим. Нас перекидывает на ark.me. Здесь мы видим, что можно получить airdrop. Снова нам предлагают забрать airdrop. Давайте нажмем. И здесь мы видим свапалку. Вот видите, надо сперва ее разблокировать. Как же разблокировать? А разблокировать можно только после подключения кошелька. Хорошо, давайте попробуем подключить. Все равно он не подключится. Здесь у меня MetaMask нет. И вот ошибка, что MetaMask нету, что нужно его подключить. Хорошо, подключить у нас его не получилось. Давайте перейдем к другой монете. Возвращаемся на BSK Scan. Переходим назад на обзор кошелька. И видим, что у нас еще есть монеты DEF8.io. Давайте посмотрим эту монету. Здесь также мы видим холдеров, ну то есть то количество кошельков, куда была закинута эта монета. Общее количество этих монет и контракт. Давайте его скопируем. Также давайте его найдем в обменнике. Вставляем, ищем. Вот какой-то токен, получается, неизвестный выдает. Здесь также 70 центов составляет цена токена, объем торгов за сутки 4 доллара, что является несерьезным. Давайте перейдем во вкладку продать, поставим значение все токены, и мы видим, что здесь мы вообще можем сказочно прям разбогатеть. Сумма космическая, которую мы можем получить, если продадим. Но продать нам никто не даст, потому что, как вы видите, есть покупатель, но нет продавца. Я не знаю, кто это покупает, или боты, или сами разработчики, чтобы эта цена немножко колебалась, ходила по графику и создавалось впечатление, что токен рабочий. Давайте опять вернемся на BSK Scan. Давайте вернемся к этой монете. Мы видим, что называется она DEF8.io. И перейдем на этот сайт. Откроем новую вкладку. Эту мы можем закрыть. Открываем новую вкладку. Вставляем. Переходим. И какое-то прям совпадение. Вам не кажется это похожим? Здесь ARK, а здесь DEF. И как-то все похоже. Снова можно забрать airdrop. Снова нужно разблокировать кошелек, который, естественно, мы не сможем разблокировать, потому что я его сюда не подключал. Вот еще пару монет. Давайте еще на одну монету также перейдем. Даже уже не в обменник, а сразу вот на этот сайт. Копируем его. И также переходим. И вот вам, пожалуйста, снова какая-то чушь. В общем, давайте теперь расскажу вам про весь замут и схему мошенничества.
Если вы захотите забрать этот airdrop, ну якобы airdrop, потому что кто-то же вам на кошелек эти монеты прислал, и если посмотреть историю вашего кошелька, то будут переводы, и все это действительно выглядит как airdrop, потому что многие проекты, когда запускаются, они действительно берут, и чтобы упростить раздачу airdropа, закидывают на все кошельки, которые только могут найти, случайным образом, то есть рандомно. То есть в теории это возможно, что вам прилетели монеты, и вы действительно можете их продать, но не в этом случае. Как только вы захотите забрать airdrop и нажмете кнопку Get Airdrop, вас попросят подключить кошелек MetaMask, вы его подключите, дальше, естественно, надо подписать контракт, и вот с этого момента начинается само мошенничество. Будет долго и счастливо сниматься комиссия в виде BNB токена. То есть вы даже ничего не будете делать, а она у вас будет просто по условиям контракта сниматься на регулярной основе. Да, конечно, если у вас токена BNB нету, может быть у вас чего-то там и не будет сниматься, но представьте, что он у вас есть, или если рано или поздно вы его пополните, а потом у вас просто возьмут и что-то снимут, да еще и с долгами. Самое забавное, что подписать контракт очень легко, а вот отказаться от него дело уже проблемное. И, честно говоря, проще будет завести новый кошелек, чем разбираться с тем, как исправить ситуацию в этом. Поэтому, ребята, если к вам на кошелек прилетают непонятные токены, то обязательно изучите, что это за токен. Возьмите этот контракт, зайдите на биржу, вбейте его в поиск, посмотрите, какие у него объемы торгов, какая ликвидность, что этот токен из себя представляет, можно ли его продать. Или же в биржевом стакане есть только покупки. Вот видите, этот токен можно еще и продать, оказывается. Давайте попробуем его продать. Вот у меня 96 800 монет, и якобы я его могу продать за 60 тысяч. Ну давайте попробуем просто продать. И вот, казалось бы, я его даже могу продать, но в MetaMask у меня сразу спрашивают, вот давайте скопирую, чтобы вам показать, разрешаю ли я следующему контракту доступ к своим средствам. Но я не знаю, что это за NFT, мне, если честно, стрёмно ему представлять доступ, еще платить за это комиссию. Давайте, кстати, перейдем на этот сайт, посмотрим. Уже в 4-й вкладке его откроем. Ну, как вы видите, все это полная ерунда, сайты называются по-разному, а выглядят они абсолютно одинаково. Поэтому нет, я не буду ничего продавать, потому что все это очень выглядит сомнительно. И тут назревает вопрос, а что же тогда делать? Ребята, ничего. Вот у меня на MetaMask я их даже не вижу. Точнее, теперь вот уже появился этот контракт, но это просто импортировался сам токен, для того, чтобы мог отображаться здесь. Я просто на него нажму, дальше на 3 точки и скрою токен из своего кошелька. Да, я хочу скрыть. Все, как вы видите, этого токена я больше не вижу. Если смотреть через сайт BSK Scan, то теоретически он у меня есть. И он действительно есть у меня на кошельке. Но это мошеннический токен, на который просто не нужно обращать внимание. Ни в коем случае не идите на поводу у жадности и будьте бдительны. Все-таки этот вопрос касается денег, а не просто какая-то игрушка непонятная. Более того, для того, чтобы получить airdrop, многие сайты могут попросить у вас не только подключить кошелек MetaMask или еще какой-нибудь там другой, они также могут выпытывать у вас там сид-фразу, например, или другие личные данные, которые помогут им своровать ваши средства. Если кто-то запрашивает у вас личные данные, пароли, сид-фразу, значит это то, что нужно быстрее закрыть, забыть и ни в коем случае не сообщать никакой личной информации. И при этом не важно, сколько они вам обещают денег за свои токены, которые по сути ничего не стоят. Как вы видите, это не токен, это просто какой-то шлак. Я очень надеюсь, что это видео кому-то поможет, что мошенникам меньше кого удастся обмануть. И чтобы не обманули ваших друзей, знакомых, вы также можете поделиться этим видео с ними, если они интересуются криптовалютой и тем более являются новичками в этом всем. Не забывайте ставить лайки такому полезному видео, а также напишите комментарий, знали ли вы об этом виде мошенничества. А у меня на этом все. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.